Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Как раз и соты с FTC вышли. Давайте мы начнем с обсуждения новостей и посмотрим потом, что там по сотам. Так, из макроэкономических индикаторов сегодня только вечером индекс доверия потребителей. Так, во-первых, что тут интересного? Увеличиваются ставки на то, что доллар будет в 2021 году проседать. На то есть масса причин, связанных с движением капитала. А с другой стороны, когда подобные вещи начинают активно обсуждаться в средствах массовой информации, это нередко приводит к тому, что либо эффект будет обратный, либо к тому, что всех по-быстрому загонит в этом направлении, и в какой-то момент неизбежно придет час X, когда поток развернется совсем в другую сторону. Еще что примечательно, Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет. Конгресс уже проголосовал на то, чтобы отменить решение Трампа. Если проголосует Сенат, то это будет первый случай, когда отменили решение президента по подобному вопросу. Так, далее касательно выплат стимулирующих. Трамп и Нэнси хотят сделать $2000 вместо $600. Встреча на Эльбе. И как Bloomberg правильно отмечает, что 2020 год вошел как лев, а вышел как Годзилла. Смотрите, сейчас почему идут такие бурные дебаты по поводу этих самых 2000. А не заменить ли нам $600 на 2000? Здесь может возникнуть эффект, который окажется крайне негативен для экономики. Потому что если вакцины начнут действовать и действительно пойдет спад в заболеваниях ковид, и при этом выплатят $2000, это приведет к тому, что появится очень много свободных средств, и эти свободные средства могут взрывным образом вызвать инфляцию. И здесь надо четко понимать, что весь рост индексов, который произошел, и рост криптовалют, который очень бурно сейчас начался, он связан только с тем, что увеличили объем денежной массы. Есть многие сторонники монетарной теории, которые считают, что для того, чтобы началось восстановление, пошел рост, необходимо увеличивать денежные агрегаты. Но есть один момент. Эти все теории, которые были сделаны, они были сделаны в эпоху, когда так активно деньги не печатали. Дело в том, что многие закономерности, они когда меняются на входе условия, могут совершенно по-другому работать. Потому что могут получаться ситуации, как в 70-х годах, когда ранее установили, что в том случае, когда растет инфляция, обычно падает безработица, решили немножко разогреть инфляцию, ожидая, что безработица будет падать. Но на самом деле, как выяснилось, эти процессы они не взаимосвязаны на том основании, на котором предполагалось. И получилась коллизия, когда выросла инфляция и выросла безработица. Это к тому, что многие теории, когда строятся, они по сути создаются как некий черный ящик. Мы что-то загружаем на входе, и мы получаем определенный результат на выходе. Любая теория, она чем хороша и плоха. С одной стороны, она позволяет сконцентрироваться и понять, какой будет результат при введении определенных данных. С другой стороны, она имеет ограниченные пределы применения, потому что она не учитывает иные факторы, которые могут начать действовать и совершенно исказить начальный сигнал, который вошел на входе. И по сути текущая ситуация с ростом денег в виде различных инструментов, она даже нефть начала поднимать наверх. По сути получается, что все крупнейшие экономики выросли за счет того, что печатали много денег в прошедшем заканчивающемся году. Крупнейшими покупателями активов оказались центробанки. И по сути сейчас очень модный такой термин зомби-компания на Западе, когда бизнес или компания, в который вкачивают деньги, она не начинает эффективно работать. Это в общем-то и есть критерий того, что деньги вкачиваются, а эти деньги они экономику не перезапускают. И здесь очень тонкая грань, потому что с одной стороны не могут
деньги перестать выдавать в виде различных инструментов. С другой стороны, если такая ситуация продлится и накопится определенная критическая масса так называемых зомби-компаний, это приведет к тому, что экономики перестанут функционировать, и мы получим внезапный рост инфляции, очень сильный и очень болезненный. И это будет не та инфляция, которая вызывает экономический рост. На текущий момент пошли предположения, что ко дню Святого Валентина, который в середине февраля, ковид, скорее всего, затихнет. Если смотреть на текущий график роста новых заболеваний, такое вполне возможно. Но есть один момент. Вот этот рождественский период, когда многочисленные поездки ранее совершали и сейчас многие люди захотят совершить, он может привести к тому, что эта дата, она либо отсрочится, либо это условие не будет выполнено. На День Святого Валентина мы не получим снижение ковида. И здесь какой есть нюанс, не очень приятный. Он связан с тем, что с наступлением весны, как правило, активизируется вся патогенная флора. Вот. И поэтому, если в конце зимы не будет снижения заболеваемости, то весной может наступить второе дыхание. Вот. Но опять же, здесь все зависит от того, как будет развиваться ситуация с вакциной. Я не имею в виду, что весной всех вакцинируют. Нет. Но может оказаться так, что тех людей, которые начали вакцинировать уже в декабре, по каким-то причинам окажется, что в полевых условиях вакцины неэффективны. И это было бы не очень хорошей новостью. Так, друзья, давайте перейдем к анализу SOTES FTC. Вот на инвестинге вышли данные, на других ресурсах почему-то данные не вышли успешно. Вот. Я выборочно проверил в части достоверности того, что печатает инвестинг, и пришел к выводу, что та информация, которая размещена, по крайней мере в части нефти и позиций по рублю, она достоверна. Чуть позже я полную сверку проведу, и если там какие-то косяки выяснятся, я обязательно либо в телеграм-канале напишу, либо отдельно на этот счет выпущу видео. Смотрите, что сейчас примечательно. Достаточно ощутимое снижение пошло лонгов у нон-коммерсов по меди. Медь – это рост Китая и мировой промышленности. Пока, судя по всему, это разовое действие, но уж как-то очень сильно она припала, несколько напрягает. Так, далее по нефти, но по нефти здесь вроде бы все хорошо, небольшой прирост, консолидация и движение на 52,5, судя по этому значению. Так, по золоту здесь тоже рост. Ну, с золотом ситуация ясна. Если деньги печатают, вливают в виде различных инструментов, чеков, поручительств, выкуп активов и так далее, то золото его неизбежно будут толкать вверх, как и его верный друг серебро. По NASDAQ равновесие сместилось, NASDAQ начал расти, из шортовой зоны вышел в лонговую зону. Так, по природному газу небольшой прирост. S&P колеблется в отрицательных значениях, шортовых, нон-коммерсы пока не верят, спекулянты не верят на текущий момент в S&P, а он все равно растет, новый хай показал. Так, вот по серебру достаточно ощутимое движение пошло, лонги набрали. Ну, кстати, вот сейчас в конце декабря начали металлы немножко буксовать, вот сразу появились обзоры у Моргана о том, что металлы в 2021 году не будут расти, серебро вообще провалится. Но я особо в такие вещи не верю, я смотрю по ситуации, как все развивается. Пока на текущий момент, я думаю, все-таки наиболее вероятен рост и золота, и серебра в 2021 году. Но здесь загад не бывает. Богат, надо онлайн смотреть, что там происходит с вакцинами, с денежками, которые печатают. Исходя из этого, корректировать свои позиции, свои движения. Так, ну вот обращаю внимание, по серебру очень сильное изменение произошло. Увеличили лонги. Так, и что примечательно? Что примечательно, то, что по рублю вошли в позитивную зону. То есть по рублю начали набирать лонги. Пока немного, пока совсем чуть-чуть, пока в пределах около нуля. Но, в общем-то, и отрицательная зона в последнее время, она была около нуля, потому что из-за политического, геополитического напряжения, видимо, никто не хотел с рублевыми активами, с рублем
связываться, по крайней мере в виде деривативов. Вот. Но сейчас произошло качественное изменение. И если это качественное изменение продолжится, мы можем увидеть рост лонгов по рублю. Это будет толкать рубль к укреплению. Это как взаимосвязанные факторы. Ну, точнее даже не толкать, а это будет скорее всего указывать на то, что произойдет укрепление рубля к доллару. Вот. Но правда примечательно то, что по евро лонги немножко подрезали. По евро лонги немножко подрезали, но с моей точки зрения вот это колебательное движение, которое идет по сотам, по позициям лонговых спекулянтов в евро-долларе, оно пока не завершилось. Должны мы отработать цели, которые у нас вверху стоят, а после этого посмотрим, будет или не будет сильный откат и снижение евро к доллару. Так, друзья, давайте заодно и по ММВБ пробежимся. Так, фьючерс РТС. Но здесь юрики делают ставку на боковик. Но, обращаю внимание, очень много шортов у физических лиц, очень много. Их будут выжигать. Очень резко и очень жестоко. Так, далее Сбербанк. По Сбербанку делают ставку на Росбербанка. Но я все-таки полагаю, на 282-283 его до Нового года вполне могут затянуть. Но он, кстати, с очень высокой степенью корреляции ходит за сиплом. Так, Газпром. Здесь обратная ситуация. Делают ставку юрики на то, что Газпром будет проседать. Зато физики полны оптимизма по Газпрому. Лонгов, видите, во сколько? В 5 или 6 раз больше, чем шортов. Так, далее Гамак, он же Норильский никель. Здесь ставка на то, что Гамак будет сегодня корректироваться. Так, друзья, далее рубль-доллар, он же Сишка. Порезали очень мощно юрики шорты. То есть в начале дня вполне возможен коррекционный отскок на укрепление доллара. Это не значит, что рубль будет весь день падать, но с утра какой-то задерг, судя по всему, будет, а дальше посмотрим, как ситуация по нефти и что там с санкциями будет, не будет. Но смотрите, я не хотел бы показаться циничным, но вот эта ситуация, которая была с Соболь, наверное, она немножко отложила действия Навального. И, соответственно, если действие Навального отложено, то, наверное, по рублю будет более или менее спокойная ситуация. Далее евро-рубль. Здесь ставка на то, что евро к рублю будет расти. Но, по крайней мере, судя по всему, с утра будет движение на укрепление евро. Так, ну и, кстати, по евро-доллару шорты срезали, то есть ждут отскока и движения наверх евро к доллару. Брент. А вот здесь юрики нарастили шорты. По сотам на этой неделе должен быть рост цен на нефть. Ну, здесь, возможно, с утра отыграем какое-то движение вниз по нефти небольшое, и после этого вернемся в боковик. Так, ну вот серебро. По сотам там все чудесно, оно должно цвести и расти, а вот юрики делают ставку на то, что с утра сегодня серебро будет корректироваться. Так, друзья, ну и вот по золоту делают ставку на небольшой рост, но тут на самом деле ставка на боковик в большей степени. Золото очень хорошо ходит в последнее время, внутри дня. Так, друзья, давайте еще немножко по новостям. Так, Токийская биржа обновила максимум 30-летней давности. Отлично. Так, ну вот демографический спад — это как раз один из тех бичей, который будет очень сильно и неуклонно давить на экономику РФ. Так, сейчас 6.36 по Москве. Китайский индекс немножко сегодня снижается. Но опять же он находится в боковике, и пока никаких негативных сигналов на то, что он проваливаться будет, нету. Соответственно, нейтральное открытие, судя по всему, с точки зрения Китая будет по российскому рынку. Так, далее индекс доллара. Ну, здесь все нормально, болтается он вблизи вот этого локального дна. Пока 91,5 не пробито, я думаю, здесь беспокоиться особенно не о чем. Так, друзья, вот это уже интересно. Американский индекс, это SFD на фьючерс S&P 500, он сегодня уже в ночь рисует новые максимумы. То есть сегодня, судя по всему, наверное, ну Сбер-то точно задерут куда-нибудь на 283-285, если вот эта тенденция с утра продлится. Так, друзья, далее нефть. Немножко она сегодня припала. Ну как припала? Она находится на локальном уровне 50,9-50,8. Вот если здесь пробития дальнейшего и ухода на 56-57 не будет,
то у нас сегодня уже с утра ждет увлекательный рост, цель которого будет пробить в очередной раз 51,5 и сходить на 52, вот сюда, вот в этот диапазон. Российские юрики делают ставку на то, что нефть будет проседать, но на самом деле она может попроседать и на 50,7-50,6, а потом продолжить рост. Пока никаких оснований для того, чтобы нефть падала, я не наблюдаю. То есть здесь в большей степени рисуется сейчас движение на 51,5, вот сюда вот. Так, друзья, далее золото. Золото ходит, бродит в районе сильного уровня 1882. Вчера закрылись по одним, но с учетом того количества бабла, которое печатают, я думаю, для золота это особой роли не сыграет. Оно сегодня весьма вероятно настроено закрепиться выше и сходить на 1900. Так, ну и у нас по золоту здесь есть два волшебных уровня, 1878 и 1874. Вот если это не пробиваем, то весьма вероятно рост будет очень энергичный. А если все-таки это пробиваем, вот еще последняя надежда это 1874. Сейчас велика вероятность того, что оно закрепится на 1882, и у него будет цель движения, это 1900. Его пробить, задернуться на 1905, а там посмотрим. Так, друзья, рубль-доллар, дневной таймфрейм. Здесь делают ставку юрики на то, что будет укрепляться доллар. Но действительно с утра вот напрашивается прямо задерг на 74,1. Вот. Ну а дальше по ситуации, если риск он и нефть будет расти на 52,5, конечно же пойдет откат, ну как минимум сюда назад к вот этой границе. Если не будет никаких геополитических обострений, я думаю, ну вот как мне видится, это сейчас сюда немножко сходить наверх, может быть даже не будет пробития вот этого 73,85. Вот. И вполне вероятно, что сегодня мы потестим 73,5, и может быть даже будет прокол и уход на 73,3. Я пока не жду здесь закрепления, хотя то, что американские спекулянты перешли в положительную область по рублю, это указывает на то, что в начале, по крайней мере, Нового года мы можем увидеть позитив по рублю. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь часовой таймфрейм, идет движение, цель его потестить 1,2250. Может быть коротенький откат. Вот, если этот откат не пробивает 1,2205 и 1,22, то мы отсюда все равно продолжим двигаться на вот это значение, и по факту его пробития будет движение с целью закрыть 1,23 цель. Так, друзья, далее евро-рубль. Tomorrow котировка 4-часовой таймфрейм, но здесь прямо сразу с утра напрашивается движение. Если будет пробито 90,15, то отсюда пойдет импульс с целью потестить 90,7. Если такого движения не будет и мы двинемся пробивать 89,9, то в этой ситуации возможно укрепление рубля, цель которого будет 89,5. Вот. Но здесь напрашивается просто технически, даже механически какой-то отскок, ну хотя бы на половинку пути, вот сюда вот на 90,45. Вот. А дальше посмотрим по ситуации. Если будет всеобщий позитив и нефть будет расти, то конечно же мы пойдем, наверное, тестировать сегодня в течение дня 89,5. Но опять же для этого должно быть уверенно пробито вот это значение, вот этот диапазон. Здесь могут и очень жестко перехватить и не дать ему идти ниже, и тогда возникнет консолидационная тема, которая будет от 89,9 до 90,5. Вот. Если там опять какие-то геополитические проблемы возникнут, то мы, конечно, можем сегодня сходить и на 91,5. Но пока мне видится вероятность такого сценария не очень большая. Посмотрим, что будет в течение дня. Все, друзья, спасибо за внимание.